Всем привет! Сегодня у нас Болонья-Эмполи, полуфинал Кубка Италии, ответный матч. Сегодня чисто футбольный выпуск. У меня уже есть выпуски из Болоньи. Например, рекомендую вам Болонья-Ювентус, просто феерический выпуск, где я много гуляю по городу, рассказываю, показываю. Плюс там Болонья праздновала свой выход в Лигу Чемпионов. А сегодня чисто про Болонья-Эмполи. Футбол, разговорчики. Добрались мы до Болоньи за 2,5 часа на автомобиле из Милана. Самое сложное перед матчем Болоньи — это припарковать машину. Посмотрите, стоят, нельзя так стоять, видите, на газонах, на переходе, там на трассе стоят. Просто практически невозможно припарковать машину. Вот, это тоже, в принципе, с нарушением. Я обычно в Болонью стараюсь ездить на общественном транспорте, на поезде, на фликсбасе. Болонья в центре Италии, сюда легко добраться, где бы вы ни были. Вон уже, видите, перед матчем летает вертолет, контролирует, чтобы фанаты не бушевали. Так что мы в Болонье идем к стадиону. Сегодня со мной Артур, фанат Интера, посмотрите, сейчас покажу. Приятного аппетита. Артур вот так вот идет на матч Болонья-Эмполи. Ну, почему бы нет, если человек любит Интер. Надеюсь, сегодня будет все хорошо и без приключений. Все припарковались мы возле кладбища. Вот оно. А в Италии кладбище — отдельный вид искусства. Я даже когда-то, думаю, может, сделаю выпуск с миланского кладбища. Поговорим с вами о смерти. На парковке появилось 2 полицейских. Надеюсь, они не приехали всех штрафовать, потому что если они сейчас начнут всех штрафовать, то они соберут солидный джекпот с этой парковки. В Милане я как-то видел машину, у которой просто вот одно колесо было на газоне, даже не вот так частично, а вот именно просто колесико одно, и ему выписали 85 евро штрафа. Не знаю, насколько они тут в Болонье штрафуют, если они штрафуют, но мне кажется, это очень нечеловечно в дни матча, в городах, где нет парковки нормальной, штрафовать людей. Вот такой вот атмосферный тут один из входов на кладбище. Но, надеюсь, сегодня хоронить будут только надежды Эмполи на финал Кубка Италии, потому что Эмполи проиграла первый матч 0-3, и шансов у них практически нет. Но Эмполи первый матч играла каким-то третьим резервным составом, что для многих было неожиданностью. В общем, кубок слили. Посмотрим, что будет сегодня. Я сегодня пока что съел только маленький круассан дома, а вот по дороге есть такая штучка. И тут можно перекусить. Я себе заказал за 8 евро вот эту штуковину. Хотя я вегетарианец, но опять же, тут нет других опций. Вот он прям при вас. С пылу жару, это все готовит. И вот такой вот сэндвич я получил. Не самая лучшая еда, но не так легко быть футбольным туристом. Люди по дороге на стадион гордо несут знамя своего клуба. Это итальянская темка, с флагами ходить на стадионы. Вот тоже один из входов на кладбище. Причем тут, видите, к этому относятся серьезно. Но Болонья крутая, что у них почти весь город накрыт вот такими галереями. И во время дождя вам достаточно комфортно под ними передвигаться. Но спасибо, что дождя нет, потому что у меня трибуны без крыши на стадионе Болоньи. Но если вы посмотрите выпуск Болонья-Ювентус, я там на гостевой с фанатами Ювентуса, и там тоже нет крыши. И выпуск снимался под ливнем, и я там в дождевике. В общем, было супер атмосферно. Вон уже вдали виднеется стадион. И признаки приближения к стадиону. Становится больше фудтраков. Потому что, возможно, итальянцы ходят на футбол, чтобы покушать перед и пообщаться о футболе. Видите, целыми семьями приходят. Это, нормальная итальянская практика — ходить на футбол семьями. Конечно же, можно взять какую-то, наверное, не совсем официальную атрибутику. И вот он, стадион. Тут мы с Артуром расходимся. Я иду на трибуну подешевле, у меня, по-моему, 35 евро билет. А Артур пойдет на дорогую трибуну, потому что он только вчера вечером брал последние билеты, которые оставались. И у него будет билет за 60 евро. Я вам покажу потом, где он будет сидеть. Я в каком-то из выпусков из Болоньи как раз вот в этой пиццерии сидел после матча и общался с итальянцем. Было интересно, который мне наклейки подарил. До сих пор у меня, наверное, где-то дома наклеечки фан-клуба в Болоньи. И вот та самая легендарная башня, которой славится этот стадион, что делает этот стадион уникальным. А это уже, посмотрите, вход. Очередь на вход. Вот люди отсюда начинают
А вход где-то возле башни, по-моему. Поэтому я пойду искать другой вход. Ну, бывает такое, что в одно место можно зайти с двух разных сторон. Я понадеюсь, что там дальше очередь будет меньше. Чтобы вы понимали масштабы. Вот тут вот люди заходят, вот тут вот, видите, проверяют имена на входе. Это, собственно, порождает очереди. А начало вот этой очереди беспрерывно, то есть там нет промежуточных входов. Вот там вот на перекрестке. Ну, не знаю, наверное, может, люди по полчаса сейчас будут стоять. А вот это в следующая очередь начинается. Вот отсюда, видите, тут такая толпа уже, они закруглились. Вот туда вот к башне. Непонятно, что с этим делать. А вот башня, кстати, раньше она не подсвечивалась в этих цветах. Новшество. Но у клуба теперь богатые владельцы относительно. Поэтому они инвестируют в клуб и в инфраструктуру, видимо, тоже. Вход так близко, но так далеко. Смотрите, какой у меня план. Вот там очереди, которые я вам уже показывал. А я хочу пойти вот сюда. И понятно, что очередь тут будет. Но я надеюсь, что она меньше. Потому что вот я захожу вот в эти центральные ворота. Вот такой вот я, центровой. Но с той стороны, по идее, прибывает людей меньше. Поэтому у меня будут шансы зайти быстрее. Надеюсь, мой план удастся. Потому что вдруг какая-то хореография будет. Или что-то такое, чтобы я вам мог показать. Но что-то мне кажется, что... Видите, это все очередь, в которой мне сейчас надо будет стоять. Что-то мне подсказывает, что, похоже, мой план провалился, потому что вот там вот я вижу на дороге кучу людей, которые стоят в эту же очередь, в которой я хотел пойти. 25 минут до матча. И такое творится. Ну, есть шанс, что я на начало не успею. И красная Стюарт мне помогла, потому что у меня написан 9-й вход, тут 8-й. Но на 8-м очередь, ну, вот это все очередь на 8-й. Но, несмотря на то, что она огромная, она меньше, чем на 9-й. Потому что на 9-й очередь начинается вот тут вот, а вход 9-й вот там, где башня. Поэтому я рискую и иду в 8-й. Не по билету, но, по идее, это, ну, трибуна это точно одна и та же, поэтому билет должен сработать и тут. Вот такие вот они футбольные лайфхаки. Вот я тут прыгнул в очередь и посмотрим, сколько это будет длиться. 19 минут до матча, и вы понимаете, что эти все очереди просто из итальянских бюрократов, которые решили, что на входе надо проверять имена, потому что, ну, а для этого нужны дополнительные сотрудники стоят денег и так далее. Причем в Испании таких проблем нет, там люди просто заходят на футбол, как и в других странах. А тут добро пожаловать в итальянские очереди, созданные просто из ничего. Так, прошло 3 минуты, видите, вот там вот они стоят вот очень далеко у них вход. А я за эти 3 минуты уже подбираюсь к проверке. Опыт! Ну и у меня канал смотрят в основном парни, но вот посмотрите, какая публика ходит на футбол. Видите, девочки пришли поболеть за Болонью. Ну что ж, 3 минуты, 4-5, не знаю, проверка пройдена. Меня, кстати, даже не обыскивали, потому что на некоторых стадионах обыскивают просто невероятно. Тут я просто прошел мимо, и вот уже иду к своим турникетам. И видите, на турникетах очереди поменьше, хотя у некоторых стадионов проблема как раз с количеством турникетов. А тут вот там стоят огромные очереди, а тут все достаточно быстро проходят. Все, смотрите, тут вообще нет очереди. То есть я стоял перед гейтом, и долгое время никто не заходил. И тут вот проходят все очень быстро. Вот видите, вот он даже не сканирует еще билет. Вот, видите, гейт полностью свободен. То есть вот тут вот сейчас бы могло проходить очень много людей очень быстро. Но они все стоят в очереди на вход, потому что бюрократы решили проверять имена в билетах, которые очень легко, я думаю, вы догадываетесь, могут быть изменены, если бы я был бы каким-то большим злоумышленником, который хотел бы пойти по принтскрину чужого билета. Бред, но вот такая она часто итальянская действительность, к сожалению. Мне просто кажется, возможно, итальянские чиновники еще не догадываются о существовании программ фоторедакторов. Наверное, к ним еще не подвезли информацию, что имя в билете может быть изменено нелегально. Ну, вот тут зона, видимо, для какой-то рекламы и интервью. Ну, у меня пока интервью не берут. Вот, смотрите, прям пасту насыпают. Да, видите, на стадионе Болоньи вы можете поесть пасту. Возможно, с соусом болоньез. Вообще, Болонья известная кулинарная столица. Отсюда болоньез. Лазанью тут тоже как бы очень любят.
А мы до этого еще Парму сегодня проезжали. В общем, Италия это про кулинарию, и в том числе на стадионах они тоже все любят поесть. Ну, а кто не любит поесть, с другой стороны? А это вот вход, через который я должен был заходить. И тут, видите, тут тоже нет нехватки каких-то гейтов. То есть тут люди проходят очень быстро, гейтов достаточно. Просто все стоят в очереди, чтобы у них проверили имя. У меня, кстати, есть еще идея для вас снимать туалеты разных стадионов. Ну, потому что в футболе, где очень много мужчин, которые пьют пиво, и, ну, вы понимаете, это тоже важный аспект, потому что на разных стадионах они спроектированы по-разному. Где-то хорошо, где-то плохо, где-то удачно и все быстро, а где-то это какое-то просто сумасшествие. Так, мы заходим на стадион Болоньи. Я тут был какое-то невероятное количество раз, ну, под 40. Сейчас, может, посмотрю более точную статистику. И вот я почти у поля. Вот тут вот места такие. Я обычно поднимаюсь по лестницам сзади, но сегодня, чтобы вам было красивее, я поднимусь через центр трибуны. Вот тут уже флаги. Вот это знаменитая башня. Раньше я часто стоял внутри башни. Вот он, стадион Болоньи. Вблизи поля даже. А вон фанаты Эмполи, немногочисленные, хотя ехать им тут недалеко. Ну, городок маленький, ну и в этом матче у них как бы надежд на проход дальше практически нет. Вот, тут фанаты смотрят прямо в башенке футбол. И сейчас начинает играть гимн Болоньи. Смотрите на эту атмосферу. С шарфиками. Срывают периодически. Играет гимн серии А. Все хотят взлететь на этих шарфиках. Команды готовы к бою. Фанаты Болоньи очень крутые и дома, и на выезде. Поют весь матч, поют красиво. Специально сейчас пошел в сторону фанатов Болоньи, чтобы вам поближе и получше их снимать во время матча. Видите, фанаты Эмполи тоже с шарфиками, с флагами. Таких немного, но они в тельняшках. Минута молчания по поводу смерти Папы Римского. Видите, тут она проходит под красивую музыку. Почему все так возбуждены этим полуфиналом? Последний раз Болонья выигрывала Кубок Италии в 1970 году. А в финале последний раз было в 1974 году. Ну, лет 50 у них ничего такого не было. И вот Болонья на подъеме. Играла в этом сезоне в Лиге Чемпионов, дошла до полуфинала, но она уже практически в финале Кубка Италии. Там ее уже ждет не самый сильный Милан по своему состоянию. То есть Милан, который можно обыграть в одном матче. Поэтому, конечно, все эти парни очень сильно надеются на то, что Кубок Италии спустя 50 лет приедет в Болонью. Матч начался. Вот и полетели билетики. Собор, его днем хорошо видно, ночью, к сожалению, не так. Надеюсь, я в нем когда-то побываю. Болонья в атаке. И, конечно же, весь матч фанаты Болоньи поддерживают свой клуб. Даже такому угловому аплодируют. Есть первый гол от Болоньи. Дети радуются.
еще больше воодушевились. Вот и ответный гол от Эмполи. Сейчас становится 1-1. Там ребята радуются. А тут чуть-чуть грустнули. Но даже если Болонья проиграет 2 мяча, они все равно выйдут в финал. Так что грусть не сильная. Что ж, первый тайм закончился 1-1. Неудивительно, команды не супер мотивированы. И вот, кстати, смотрите, у меня места за 35 евро, а у Артура, вот я ему покупал, вот там вот он, по идее, где-то сидит. И это уже стоит 60 евро. И рядом с ним фанаты Лацио сидят, кстати. И вот он сбоку, я по центру. Ну, вот такое вот в Италии ценообразование. Всегда обычно та сторона дороже, чем другая. Там ближе к тренерам дороже. Ну и плюс на этом стадионе там есть крыша. У меня надо мной только звездное небо. Ну, звезд, правда, не увидите, оно облачное. Начали второй тайм. Фанаты Болоньи на месте. Снесли игрока возле аута. Сейчас происходит, с экрана уже убрали, была проверка на красную карточку. Ну и мы вот пару минут все стоим и ждем, и смотрим, как будут делать проверку. Ну, фанаты хотя бы в это время развлекают. Ну что ж, Болонья забивает на последних минутах. Стадион в восторге. Счет становится 2-1. Ha segnato il numero 24 Thais! Матч закончился 2-1. Победа Болоньи. Матча играет музыка. Все счастливы. Болонья отправляется в финал Кубка Италии в Рим на встречу с Миланом. Не самым сильным в истории Миланом. Эмполи идет благодарить фанатов. Я вам скажу, что Эмполи молодцы, дойти до полуфинала Кубка. Считайте, они выбили Ювентус. Я был на матче Ювентус-Эмполи, когда Эмполи прошли Ювентус по пенальти. Это было круто. Это было в Турине, на стадионе Ювентуса. Болонья, конечно же, тоже благодарит своих фанатов. Там горячо, горим. Но Болоньи часто сильно зажигают. Просто сегодня не самый ответственный для них матч был. Видите, можно сказать, всей командой пришли поблагодарить персонально меня. Вон парень идет дать свою футболку фанатам. Полетели на трибуны. Стадион полон счастья. Достаточно было ничьи, но еще и выиграли сегодня. Поэтому, да и проигрыша достаточно было, просто не сильного. Вот. Ну, тут всегда душевно в Болонье.
Фламинго – это один из символов Болоньи. У них на главной площади стоит памятник Нептуну. Ну, в одном из выпусков вы можете его увидеть. Понятная фотосессия. Растянули баннера. Кто знает, напишите, что там написано. О, благодарность парням. Грация-рогация, это точно спасибо, парни. Смотрите, это Болонья, которая подходит к Олимпийскому стадиону Рима. У них уже была подготовлена картинка. Круто сделали. Они идут покорять этот стадион. Атмосфера абсолютного счастья. И это не просто вышли в финал, они еще не выиграли. Вы представляете, что будет, когда они выиграют? Если они выиграют. Но все может быть, не удивлюсь. Сейчас в таблице Болонья выше, чем Милан. А это о чем-то говорит? Я еще как-то был под трибунке фанатской Болоньи. Там все в граффити клубных разрисовано. Очень атмосферно. Но туда только на матч сборной я попал. Тут была Италия-Турция. Я взял билеты на фанатский сектор. Потому что на матч Болоньи туда попасть практически невозможно. Ребята спросили, откуда я им рассказал. Говорят, они едут на финал в Рим. Я говорю, ну я, наверное, тоже. Так что, ну все, теперь уже тяжело будет дать заднюю. Ну, я сказал, наверное. Так что это не точно, но, конечно, хочется. Я думаю, там будет просто супер. Я уже был на финале Кубка Италии. Фиорентина, Интер, собственно, Интер тогда выиграл. Это было круто. Но тяжело, я вам скажу. Там в Риме нет жилья в день финала никогда. Поэтому это такая волевая поездка обычно. И не дешевая. Что спрос колоссальный. Вот кто-то очень важный пошел тоже поприветствовать фанатов. Может, это владелец. Говорят, что у Болоньи очень такой серьезный владелец, который действительно очень любит футбол, а не просто бизнесмен. Кстати, смешная особенность, стадион старый, поэтому тут нет скай-вип-боксов, но вот один вот там, вот видите, такой вип-бокс пристроили. Может, это, собственно, для владельца. Я там как-то рядом сидел. Видите, обычные тут вот там для журналистов нету супер-вип. Ну, хотя, может, парочку есть, но там какой-то вип-лакшери, он еще светится смешно. Да, мне кажется, эти ребята остались бы ночевать на стадионе. Ну, их потом тоже, конечно же, выгонят. Но пора уходить. Как обычно, очереди на выход. Очереди на вход, очереди на выход. Но очереди на выход я могу понять. Это, в принципе, нормальная ситуация. Когда все одновременно хотят выйти. Выходить буду через заднюю часть. Вот так вот выглядит вот трибунка, можно сказать, Болоньи. И чтобы вы понимали, как жители Болоньи двигаются на стадион, посмотрите на эту стоянку мопедов. И все в основном приезжают на мопедах. Ну, кто-то пешком приходит, кто-то на общественном. Так, сейчас, я думаю, отправимся сюда, поближе к стороне фанатов. Посмотрим, что там происходит. Народ, посмотрите, какой поток на выход. Видите, уже матч не идет, уже прошли, а песни все равно продолжают нестись прямо на выходе со стадиона. Ну, только в Италии, мне кажется, такое. Только в Италии. Я не знаю, есть ли где-то футбол в Европе, по крайней мере, атмосфернее, чем в Италии. Смотрите, меня от фанатской зоны отличает решетка, мне туда не пройти. Но просто, чтобы вы понимали, видите, вот эти все граффити, это очень малая часть того, что у них творится под трибунке. Там все разрисовано, и все разрисовано очень круто. Вот что у фанатов Болоньи на футболках. Видите, башенка. Выходим долго выходим, но красиво и атмосферно. С песнями, плясками.
удалось покинуть стадион, и сразу оказываешься в такой галерее снова. Трафик, конечно, нереальный. Видите? Может, они еще в центр поедут праздновать? Но нет, сегодня, я думаю, вряд ли. У Болоньи титульный спонсор Сапуто. И у владельца фамилия Сапуто, ну он Джоуи. Как бы это он владелец компании Сапуто, и его компания и владельцы, и спонсоры Болоньи. Ну неплохо же, кто знает, может когда-то у одесского черноморца будет моя фамилия титульным спонсором. Он он канадец итальянского происхождения. Вообще, как бы, серия А во многом выкуплена людьми с континента США, в основном американцами, но вот видите, есть и канадцы. Вот даже салют пустили в честь такого события, как выход Болоньи в финал. Ну, 50 лет этого ждали. Ну и еще про Эмполи. Во-первых, сегодня забил Виктор Коваленко. Да, это не помогло выйти Эмполи дальше, но приятно. Во-вторых, если бы Эмполи вышел в финал, то Эмполи бы играл в Суперкубке Италии. У него сейчас странный формат, и проходит он в Саудовской Аравии. Кажется, что я считаю неправильно для Италии, что кубок проходит в Саудовской Аравии. Но Эмполи бы там оказался, а Эмполи сейчас балансирует на грани невылета в серии Б, и большие шансы, что Эмполи вылетит. И представьте, какой бы абсурд был бы, если бы в финале Кубка Италии Суперкубка Италии играла бы команда из серии Б в следующем сезоне. Но перемудрили итальянцы со своим Суперкубком, потому что я считаю, что должен играть победитель Кубка с победителем серии А. Они вот это сделали на несколько команд с финалистами. В общем, странно, что обладателем Суперкубка Италии теперь может стать команда, которая не выиграла ни Кубок, ни серию А. Ну, бред же. Но итальянцы продались саудитам. Но это неправильно. Это показывает, что итальянский футбол и экономика стагнируют. Я считаю, что у богатой страны не может Суперкубок проходить на другом континенте. Вот у людей вообще после матча пикник. Там полные столы, полная скамейка еды. Вот видите, они в своем кругу празднуют победу. Мы хотели поесть где-то возле стадиона, но понятно, что все было занято, но мы не спешили к машине, потому что, вот видите, это все еще люди стоят в пробках на выезд. Поэтому мы вот только подобрались. Едем куда-то поесть. Вот посмотрите, в Болонье какие тут башенки есть, просто на площадях. В Болонье очень сложно найти место, и вот нам повезло, что кто-то выезжает, потому что все забито. И только вот за счет того, что мы попали в тот момент, когда он выехал, нам удается таки припарковаться. Большое везение. Сейчас пойдем кушать пиццу. А может, не пиццу. В Болонье езжать в центр нельзя, но с 7 до 20 вроде можно. Но мы на всякий случай решили еще прогуляться по Болонье. То мало ли, в Италии же тут никогда не знаешь, где именно тебя настигнет штраф за несанкционированный въезд в центр. Ребят, 12-15. Посмотрите, во-первых, что там такое большое. Но вообще вот, жизнь, видите, в Болонье кипит. Я не помню, бывал ли я раньше на этой улочке. Вполне возможно, что нет, потому что она не на маршруте от стадиона в центр, а сбоку такая, видите, какая-то... Это мы сейчас не в центре Болоньи, это мы сбоку, потому что мы на машине, мы решили прям в центр не заезжать. Ну, туда и нельзя заехать. И посмотрите, что вообще тут творится в 12-15. Говорят, Европа по ночам вся спит. Нет, Италия, вот она такая, Болонья. Болонья очень студенческий город, кстати. Хочу напомнить, что сегодня четверг. Это не пятница и не суббота. Я не знаю, что вообще тут происходит. Но вот это количество людей в четверг. Ну вот, нашли какую-то пиццерию, которая работает до часу ночи. 4,5 рейтинг у нее в Гугле. В общем, Кидалово. Заведение работает, но кухня не работает. Поэтому пока взял себе вот такую. Я, кстати, никогда не пил ананасовую. Вообще алоэ я пил это. И раз ананасовую не пил. Вот такую взял себе за 2,50 в магазинчике. Хорошо, что эти магазинчики тоже долго работают. И идем дальше разыскивать еду. Пришли в бар, посмотрите на футболку этого парня. Вот Италия. Вот в таком вот мы местечке. Сейчас будем полчаса ждать наши пиедины. В общем, вот эту вот пиедину в этом месте готовили 44 минуты.
Ну, это Италия. Он когда сказал, что полчаса ждать, ну, я подумал, ну, максимум, наверное, на самом деле минут 15. 44 минуты готовили пьедину. Ну, 45 минут ожидания, это, конечно, ужасно, но зато пьедина была вкусная. Не знаю, стоило ли оно того, но поели. Будний день, 1:30 ночи, Болонья. Вы понимали, народ гуляет. Болонья, кстати, самый политически активный город Италии, мне кажется. Я все время, когда приезжаю, здесь какие-то протесты, транспаранты, митинги, акции. 3 часа ночи уже. Чем в Милан, вот так вот выглядят придорожные кафе в Италии. Они тут эти автогриль, они монополисты. Там цены космические, ну, в раза 2 минимум выше, чем в Милане. Ну, в таких кафе каких-то, в магазинах. В общем, мне кажется, в аэропорту дешевле, чем у них тут на трассе кушать. Знаете, я думал снимать Болонью или просто сходить на матч без выпуска. И, ну, раз вы тут, значит, я снял. Рад, что вы досмотрели до сюда. И я рад, что я снял. Мне кажется, что там было супер круто, супер атмосферно. И я рад, что получилось с вами поделиться этими эмоциями. Так что лайкаем, если досмотрели, и подписываемся, если еще не подписаны. Впереди много интересного футбольного контента. Ну и, возможно, не только футбольного.